Доброго дня всем. Скажи здрасте, блядь. Здравствуйте. Вот так. Тема сегодняшней лекции – вальгусная постановка ног. Или как при этом накачать квадрицепсы. Вы не смотрите, у Андрюха не такие ноги, у него наоборот. У меня как бы тоже ровные. Но на самом деле X-образная постановка ног для многих является проблемой, особенно в силовом тренинге. Мы предлагаем вашему вниманию несколько особенностей выполнения упражнений, которые могут помочь нивелировать эту проблему. И первое, что мы вам сейчас демонстрируем, обязательно разминаем таз. Андрей показывает внешнюю часть, ее надо укреплять, потому что если колени немножко смотрят вовнутрь, надо приучаться их разводить. Я же делаю сведение. Дима, покажи. То есть, естественно, антагонисты также нужно разогревать. Причем мы делаем акцент здесь не просто на прокачку приводящей, а именно на раскрытие таза. Это нам понадобится в следующих упражнениях, чтобы, опять же, решать эту проблему. Поразминались, сделали минимум по 2 подхода, 20-30 повторений, и потом переходим к основной части. Так, следующее. Осваиваем жим ногами. То есть, если человек, ноги у него стоят, естественно, немножко неудобно, то есть приседать ему в принципе априори будет достаточно дискомфортно. Поэтому не нужно заставлять человека учить его приседанием, или если это тренеру я обращаюсь, или самому человеку делать то, что неудобно. Делаем то, что проще. То есть спина прижата, ставим ноги. Ширина таза, не ширина плеч, а ширина таза. Носки чуть-чуть развернуты в стороны. Акцент делаем на наружную часть стопы и медленно опускаем платформу. Забыл, сорян. Медленно опускаем платформу, слегка разводя колени. Но не сильно. Каждое колено смотрит на свой носочек. Таким образом, приучаем ноги раскрываться наружу и не даем им никак свестись вовнутрь. Вот акцент на наружную часть стопы. Вес соответствующий, чтобы вы могли все это контролировать. И потихонечку выжимаем. Основной момент. В нижней точке ни в коем случае под себя не закатываем, не отрываем копчик от жима. И не расслабляем стопу. Упор в пятку, еще раз говорю, и наружную часть стопы. Колени можно слегка придерживать руками, контролировать, так скажем. И вверху полностью не выпрямляем, не расслабляем. Не ставим колено в замок. Вот они у нас пружинят. Делали вдох, весь выдох. И вот такая работа пошла. От 12 до 15 повторений. Вот теперь я предложил своему товарищу использовать подобную технику. Почему предложил использовать? Он раньше так не совсем так делал, ему так неудобно. Но он сейчас сделает и поделится своим мнением. Дима, можешь показать сбоку бедро? Вот теперь смотрите, благодаря акценту на наружной части стопы, видите, какая часть мышцы у нас выделяется? То есть мы ее укрепляем. И еще покажу немножко. Правильно, да. То есть мы с одной стороны прокачиваем наружную часть бедра, которая нам при X-образной постановке ног поможет. И мы укрепляем приводящую мышцу, которая также позволит вам держать это расстояние. Все. Заходит? Да. То есть упражнение номер 1. Скажем так, условно назовем его для решения проблемы людей X. Упражнение номер 2. Когда вы освоили жим ногами, то есть более легкую версию, переходим к более тяжелой версии. Делаем практически то же самое, но в машине Смита. Да, тут уже нужно держать корпус. Постановка ног такая же. То есть, в принципе, все те же задачи, что вы осуществляли и в жиме ногами. Также слегка развернуты носки. Акцент на наружную часть стопы. Со штангой это сделать невозможно. И раскрывая таз, садимся и прорабатываем. Полностью ноги не выравниваем. Вперед ноги или назад, это вы уже смотрите по ощущениям. Главное дать это раскрытие. Следим. Вес делаем такой податливый, чтобы полностью могли замедлиться и в нижней точке, и в верхней, в любом положении амплитуды. Посидели, посидели, потянулись. И на наружную часть стопы, видите, акцент. Так сильно, прям рьяно отрывать стопу не обязательно, но с небольшим весом это возможно. Потренироваться. И потом, когда вес будет рабочий, ваши ноги будут чувствовать себя вполне комфортно. Готов? Да. Давай, Андрей, те же самые задачи, что и в жиме ногами.
Хорошо. Обратите внимание, спина ни в коем случае не сгибается. Андрей правильно показывает. То есть, как бы вы ни садились, что бы вы ни делали, округление пояснично-крестцового дела недопустимо. Почему это удобно делать в такой стойке? Во-первых, ширина таза, а не ширина плечей, как многие говорят. Это наша естественная ширина для постановки ног. То есть в этой именно постановке, в такой ширине, вы максимально задействуете все мышечные волокна. И чтобы улучшить технику приседаний, неважно у вас вальгусная постановка ног. Пожалуйста, пожалуйста. Чем эффективнее вы задействуете все мышечные волокна, тем быстрее у вас будут благоприятные изменения происходить, трансформации, которые позволят вам мышцы привести. Ой, хорошо. Делись мнением, товарищ. Мнение эксперта. Иди сюда. Ты обычно в такой стойке не приседал в Смите, правильно? Нет, не приседал. Как сейчас ощущение? Вес легенький, тут все пополкнуть. Ну вот, можно посмотреть на мои ноги. Повключались, да, детальки? Сразу. Вот. Это как раз те части, которые нужны для фиксации коленей, если у человека они заходят вовнутрь. Ну и впоследствии придаст вам необходимую атлетическую форму и красоту. И следующее, что мы делаем, это жим одной ногой. Это более сложная техника, чем те, что мы перед этим показывали. Но здесь мы добиваемся улучшения работы стабилизаторов. То есть для того, чтобы вам было это легче делать, предлагаю вам эмоционально облегчить себе задачу и придерживать колено руками. Акцентик всегда в пяточку, носочек чуть-чуть якобы на себя, но вообще упор стопы должен быть жесткий. И опять же руками придерживаем чуть-чуть. Это позволит вам стабилизировать ногу, и в дальнейшем заваливаются у вас колени вовнутрь или не заваливаются. То есть работа со штангой, когда это дойдет до этого очередь, будет более-менее естественно, натуральная, хорошая, красивая. Если вам хочется сделать это чуть шире, пожалуйста. Если чуть уже, вам должно быть удобно. Чем удобней, тут ваша антропометрия, ширина тазобедренного сустава, тем безопаснее будет работа. И нарабатываем 10-12 повторений одной ногой, потом поставили, отдышались. Никогда не спешите делать сразу, иначе концентрация на вторую ногу будет недостаточная. После небольшого отдыха опять вышли и медленно, красиво, полный контроль, особенно при движении вниз. Придерживаем колено руками. Ну, кто потом со временем сможет, обязательно уже будете делать самостоятельно. И укрепляем стабилизаторы. Очень хорошо укрепляются. Вес небольшой. Говорю, 10-15 повторений. Закончили и поставили. Так, Андрей, здесь мы стопу ставим ровно. Уже акцент на наружную часть не делаем. Здесь мы акцентируем внимание все на колено. Двумя руками придерживая колено. Мы сейчас показываем не так, как Андрею удобно, а так, как мы рекомендуем делать людям с вышеозвученной проблемой. Поэтому руками мы как бы морально себе помогаем, не даем ему гулять ни наружу, ни вовнутрь, никуда. И полная концентрация. Думаем о стабилизаторах. Андрюха, чувствуешь тут работу стабилизатора? Да, вот. Все полностью стабилизируем работу ног. Сделали одной ногой, поставили, отдышались. Сколько отдыхаем? Да просто 3-4 глубоких вдоха-выдоха, потому что вес небольшой. Просто главная задача восстановить дыхание. Перенастроились, собрались и делаем второй ногой. Рекомендуем начинать с более слабой ноги. У каждого человека одна нога слабее, другая сильнее. Поэтому, чтобы не было, как мы раньше уже говорили, диспропорции сильной, начинаем с более слабой и под нее подстраиваем работу более сильной ноги. У тебя, Андрюха, левая, да, лучше стабилизаторы развиты? Да. У большинства людей, кстати, левая является опорная нога, у нее лучше развиты стабилизаторы. Правая, так называемая, бьющая. Поэтому зачастую лучше начать с правой, левой закончить. Очень плавно, очень медленно. И последнее упражнение, это делаем приседание колодец, так называемое. Та же самая постановка ног, как у нас было в жиме ногами в машине Смита. Те же самые задачи. То есть согнули колени, немножко раскрыли таз и тянемся гантелькой к низу. Это, скажем так, самая сложная вариация из всего показанного нами сегодня. То есть человек, если у него ноги, как бы колени смотрят вовнутрь, здесь благодаря гантели вынужденно будет раскрывать их наружу. Но задача полностью вверх мы не выравниваемся, колени все время находятся в напряжении и спину держим, тянемся.
Локти оказываются у нас между бедер. Включились. Присели. Полный контроль ягодичными. Колено направляется на носок своей ноги. Не шире и не уже. Здесь уже потяжелее будет, чем в предыдущих упражнениях. Но это уже будет, скажем так, предбаза перед тем, как вы начнете нормально приседать с обычной штангой. Сейчас Андрей попробует. Вот. Теперь смотрим на Андрея. У него деталей побольше. Обратите внимание на рабочую часть. Мышца 1, мышца 2, стопа. Колено, как видите, смотрит в сторону. И обязательно смотрим на спину. Андрей показывает опять, как правильно держать спину. Еще самое главное, ни в нижней точке, ни в верхней мы никогда не расслабляемся. Постоянно держим максимальное напряжение. И в коленях особенно, и в спине. Да везде это важно при таких многосуставных тяжелых упражнениях. И когда вы освоите все показанные нами упражнения, не прекращай. Когда вы освоите все эти 5 упражнений, ну это как минимум, их может быть гораздо больше и так далее. То есть можно вставлять их по очереди, можно все вместе. Вот после этого уже можно будет смело, ну опять же желательно с помощью либо более опытного напарника, либо с помощью тренера переходить к классическим приседаниям. Вот. Поэтому, в принципе, большинству людей это должно помочь. Ну, это не то, что мы так считаем. Мы так делали у многих. Особенно это часто встречается у женщин, ну, так или иначе. Или у подростков, очень юных, у которых еще скелет не полностью сформирован. Причем эти упражнения укрепят настолько правильно связки, суставы и постановку ног, что когда вы будете работать с базой, у вас риск травматизма уменьшится в разы. Да-да-да. То есть помимо того, что мы пытаемся исправить это искривление, скажем так, коленных суставов, мы еще и на будущее закладываем фундамент для безопасной работы в принципе силовой. А как известно, ноги это всегда как бы большие веса, это большие риски, поэтому во избежание всего этого пробуем, делаем, присылаем нам ваши отзывы и мнения. Блин, я забыл, как того человека зовут, который задал этот интересный вопрос. Надеюсь, он посмотрит наш выпуск. Это было адресовано именно по запросу. Спасибо тебе за вопрос. Да, Ты поймешь. Это конструктивная была тема предложена, и я с удовольствием... Интересно было раскрыть ее. Да, подумать, вспомнить наше тренерское прошлое. Вот. А на сим прощаемся. Благодарим клуб Orange. Благодарим всех, кто был с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки, донатьте, фидбэк приветствуется. И до новых встреч. I'll be back.